Археологи установили, что еще 18 тысяч лет назад жители Новой Гвинеи собирали из гнезд насиженные яйца этих птиц, а затем выращивали вылупившихся птенцов. Таким образом, получено свидетельство частичного одомашнивания птиц, случившегося за тысячи лет до появления домашних кур и гусей. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, наливайте чаек и мы начинаем! Казуары – ближайшие родственники австралийских эму. Живут на острове Новая Гвинея и на отдельных участках северо-восточного побережья Австралии. В наши дни существует три вида этих птиц – шлемоносный казуар, казуар-мурук и оранжево-шеий казуар. Самый крупный из них – шлемоносный казуар. Может достигать роста почти 2 метров и весом 85 килограмм. Казуары способны развивать скорость до 50 км в час. Поэтому человеку от такого противника не скрыться. Так же, как и эму, казуары не умеют летать, зато наделены сильными ногами. Удар ноги казуара очень силен, при помощи сильных ног и острых кинжалообразных когтей. Крайне опасны раненые или загнанные особи. Их удары приводят к тяжелейшим травмам, известны и летальные исходы. Этих птиц даже не рекомендуют содержать в зоопарках из-за частоты и тяжести увечий, нанесенных работникам. Поэтому иногда казуаров называют самыми опасными птицами на Земле. Первое, что бросается в глаза, это шлем на голове. Функция этого украшения до сих пор не ясна. Голова и шея казуаров не оперены, при этом кожа окрашена в яркие цвета – синий, красный, оранжевый. И покрыта мелкими складками. У оранжево-шеего казуара на шее свисает складка кожи, своеобразная серьга, а у шлемоносного их 2. Кроме того, внутренний палец на лапах этих птиц вооружен 12-сантиметровым когтем, который используется для защиты. Окраска у всех видов одинаковая, чисто черная, у молодых птиц бурая. Между собой эти виды отличаются только по наличию украшений на шее. Кстати говоря, казуары агрессивны не только к людям, но и друг к другу. Встречаясь с сородичами, они начинают драку, стремясь одержать победу в борьбе за территорию. Эти птицы всегда держатся особняком, предпочитают обитать в глубине леса и жить в одиночестве, не считая брачного периода. Эти птицы предпочитают питаться фруктами, грибами, улитками, насекомыми, лягушками, змеями и другими мелкими животными. Есть информация, что в Австралии ежегодно погибают 1-2 человека от столкновения с казуарами. Собираясь в путешествие в места обитания этой грозной птички, надо научиться с ловкостью обезьяны забираться на деревья. Также надо знать, что птица перед атакой слегка пригибает голову, надувает шею, вздыбливает перья, начинает дрожать, а затем мгновенно нападает. Сезон размножения у этих птиц чаще всего с июля по октябрь. В это время самцы делят территорию на участки. При появлении самок они оживляются и начинают свой брачный танец. Он немного напоминает поведение индюка. Самец топорщит перья, у него надувается и становится яркой шея. При этом он сопровождает свои действия серенадой. Образовавшаяся пара проводит вместе несколько недель. У казуаров семейными хлопотами занимается самец. Они обустраивают гнезда, а самки откладывают в них яйца и удаляются. Яйца казуара 12-14 см и весят 500-650 грамм. Их скорлупа очень темная, ее оттенок меняется от почти черного до темно-оливкового и темно-зеленого цвета. Самец насиживает кладку около 2 месяцев. Птенцы вылупляются, покрытые пухом и сразу же готовы следовать за отцом. Он заботливо охраняет их и водит за собой в течение 9 месяцев. В 6-месячном возрасте они линяют и покрываются бурыми перьями. В это же время у них начинает расти рог. Полного развития они достигают к 2 годам. В природе продолжительность жизни казуаров составляет 12-19 лет. Кроме человека, у казуаров на Новой Гвинее нет естественных врагов. На молодых птенцов может напасть собака динго. Мясо казуаров приятно на вкус. Цветастые перья испокон веков служили украшением для аборигенов, а когти использовали в качестве наконечников стрел. Поэтому за ними с древних времен ведется охота.
Казуары считались настолько ценными, что торговля ими между папуасами и мореплавателями Южной Азии существовала уже около 500 лет назад. Папуасы приносили преимущественно молодых птиц на берег, где они обменивали их на товары. Один молодой казуар стоил как примерно 8 свиней. С 16 века их стали вывозить в страны Европы, позднее и других континентов. С развитием цивилизации начали уменьшаться места обитания этих красивых птиц. Часто казуары гибнут на дорогах, попадая под автомобили. В Новой Гвинее казуаров держат в неволе, откармливают их на мясо для собственного потребления или продают на рынках. В наши дни в Австралии шлемоносный казуар находится под охраной. На дорогах, где могут появляться эти птицы, устанавливаются дорожные знаки, предупреждающие водителей о возможных столкновениях. Да, казуары опасны, но они законные жители нашей планеты. И если им будут предоставлены достаточные территории для обитания, и их не будет тревожить человек, то и они не причинят людям вреда. Всем спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забудьте подписаться на канал и жмякнуть большой палец вверх. Берегите природу и всем пока!